Есть такой классный двор и ни одной машины. Вот это красота. У них есть даже, смотрите, площадка для выгула собак. Тут все-таки построили какую-то непонятную башню. Ну и классно то, что, уже видите, подземные мусорные хранилища с вывесками. Какой-то бардак происходит. Здесь уже, видите, на фасаде какие-то трещины. Они, видите, квартирам на первых этажах решили дать маленькие участки. Это невероятно круто. Это на самом деле неплохо, я совершенно искренне говорю, мне понравилось. Для Новосибирска совсем не стыдно. А мы с вами приехали посмотреть какой-то новенький жилой комплекс, который все рекомендуют, говорят, какое-то крутое жилье. Называется Европейский берег. Сейчас пройдем, посмотрим. Сложно, потому что все не чищено, лед, заборы, какие-то стройки. Если честно, очень тяжело. Именно от этого напряжения, что ты идешь, постоянно боишься упасть. Но я сегодня еще ни разу не упал. Мне кажется, это огромное достижение. Особенно для нечищенного Новосибирска. И вот мы добрались до новых кварталов. Давайте изучать. Вот в первый квартал, в который я зашел, выглядит очень мило. Нормальная архитектура, входы на одном уровне, прозрачные двери. Что круто, двор без машин. В центре вот сделана такая зона с детской площадкой, разное оборудование. Там вот какие-то детки играют. И площадка тоже не самая плохая. Мне нравится архитектура, то, что она такая спокойная, нет этих пестрых цветов. Нормальная, в принципе, этажность. И все такое вот очень милое, при том, что, видите, даже здания по архитектуре разные. То есть это не одинаковые растиражированные коробки, а немножко вот они вот отличаются. Здесь такое здание, здесь такое. Что плохо? Плохо то, что они составили проезды. Вы скажете, что это для какой-то спецтехники, еще для чего-то. Но на самом деле я вам показывал европейские примеры, когда совершенно не обязательно ставить проезд, можно сделать там укрепленный газон, сделать дорожки. И вот как ПИК, например, в Москве делал, посмотрите по фотографиям тоже. То есть при случае чего сюда может заехать спецтехника, но когда человек оказывается во дворе, это такая полностью безопасная, комфортная зона, зеленая. Здесь вот явно мало зелени, потому что это все асфальт. Ну, плитка, видно, что под снегом. Вот здесь все плитка. Вот это вот все плитка. Ну и потом, я, конечно, бы делал все это плотнее. Сейчас слишком все это такое здоровое, большое. Можно чуть-чуть плотнее это все делать. И тогда можно было бы еще меньше сделать этажность. То есть, если было 7 этажей поплотнее, было бы совсем классно. Мне нравятся подъезды. Посмотрите, видите, все, вход на одном уровне. Еще самое важное, обратите внимание, видите, подъезд сквозной. Если мы сейчас туда подойдем, там видно, что выходит на улицу. То есть, по идее, здесь нет никакой необходимости с этой стороны делать дорогу, потому что все, вот, например, там погрузка, разгрузка, все, что нужно, она с той стороны. Люди там заносят свои вещи, подъезжают на машине. Здесь такой классный двор и ни одной машины. Вот это красота. Здесь, кстати, видите, используют не соль, а гранитную крошку, поэтому очень чисто. То есть, видите, даже выходим из подъезда, здесь белый-белый снег. В Москве такое не встретишь. Приятно удивлен тем, что в Новосибирске есть вот такие дома. Блин, мне кажется, это похоже на рекламу застройщика. Нет, друзья, это не реклама застройщика, даже не знаю, кто здесь застройщик. Но это, например, хуже, чем то, что делает брусника. Давайте уж раз мы будем... Сейчас я постараюсь быть таким максимально критически настроенным. Вот. Ну как я уже сказал, да, очень мало зелени не хватает. Хотелось бы видеть такое более живое благоустройство. Поменьше плитки, поменьше асфальта, тем более она совершенно не нужна. Главное, то, что двор закрыт. То, что двор закрыт, мне очень нравится. И этажность. Обратите внимание, да, насколько комфортно, когда у вас этажность средняя. Нет этих многоэтажек, этих башен, ничто на тебя не давит. Мы нашли ошибку, а ошибка заключается в этой спортивной площадке. Нельзя делать спортивные площадки или зоны для активного там, отдыха, спорта, где могут быть какие-то шумные активности, нельзя делать под окнами. Такие спортивные площадки, их нужно делать где-то на границе квартала. Потому что кто захочет поиграть в футбол или баскетбол, он сможет спокойно пройти там 5-10 минут, отойти подальше от домов, где-нибудь на границе квартала и там поиграть. Представляете, каково это жить, когда у тебя кто-то вот долбит здесь мячом в эту сетку, орет, играет, кричит. Кстати, прикольно, что у них есть даже, смотрите, площадка для выгула собак. Такая вот маленькая. Это круто. Это, видимо, чтобы вот жители вот этих домов понимали, что они живут в хороших домах. Тут все-таки построили какую-то непонятную башню. Ну ладно, они построили башню, они зачем-то сделали здесь паркинг. Да, у этих башен нет вообще никакого благоустройства. У них просто они стоят среди паркинга. Видимо, это была какая-то первая очередь, когда проектировали другие люди. Ну, очень странно, да, так на контрасте. То есть один дом нормальный, классное благоустройство, все хорошо. И другой дом, и здесь все
все совершенно противоположное. Ну и по старой советской традиции в центре этого района стоит большой детский садик. Не очень хорошее решение, именно поэтому, например, в Европе такое редко когда делается, а чаще всего делаются детские садики небольшие на первых этажах жилых домов. Почему это решение плохое? Потому что когда вы делаете один большой детский сад с какой-то большой территорией, где сразу все дети собираются, у вас получается такая гигантская зона отчуждения. Вот она обнесена забором, она используется 30% времени, потому что дети там не круглый день, они только днем и только в будни, и все остальное время эта территория вымирает. Соответственно, у вас нарушается там пешеходные связи, вам надо постоянно его обходить. Эта территория неэффективно используется. Но если делаются какие-то такие вот большие истории, то надо продумывать, например, как в выходные это может использоваться территория. Да, вот в некоторых домах, конечно, непонятно, зачем это идут лишние ступени просто на ровном месте. Вместо того, чтобы как-то, не знаю, там рельеф пандусом обыграть, сделали просто дополнительные ступеньки. Ну и классно то, что положили, видите, подземные мусорные хранилища. То есть контейнерная площадка — это не такая зона отчуждения, какой она раньше была, а чистая, опрятная, что хорошо. Вот смотрите, как эти подземные мусорные контейнеры убирают. То есть, видите, какой там огромный мешок, и один этот мусорный контейнер, в него помещается мусора столько же, сколько в 10 обычных контейнеров. То есть его можно реже опорожнять. Из-за того, что он закрытый, нет запаха, он там открывает мусор весь в грузовик и увозит. Подземные контейнеры, я думаю, ну, они уже все идет к тому, что скоро они, конечно, везде будут. Что, я уже вижу модную кофейню. Хотя до этого была пивная, я уж расстроился, что, наверное, здесь будут одни пивные. Но нет, вот есть кофейня. История была такая, что меня пригласили прорекламировать какой-то жилой комплекс. Ну, он такой полузагородный, там такие малоэтажное строительство, все такое красивое. Да, ну, было какое-то, меня пригласили в Новосибирск порекламировать этот жилой комплекс. Я, естественно, сразу все согласился. Ну и поскольку я приехал не на один день, а на два, один день я снимал этот жилой комплекс, а второй день я погулял по городу и снял город. В итоге получился репортаж, какой хороший жилой комплекс и какой унылый Новосибирск. В итоге мэрия Новосибирска, она подумала, что застройщик, кто позвал меня делать рекламу, это был специальный его план, чтобы на контрасте плохого Новосибирска их район выглядел еще лучше. И у них здесь начались какие-то проблемы. Ну вот. Да, то есть они пожурили инициатором идеи привести тебя был тогда я. Но в целом в итоге все закончилось хорошо, потому что, возможно, благодаря как раз этому посту про нас узнали, в том числе в Москве, и нас позвали поучаствовать в премии Urban Awards. И мы выиграли, собственно говоря, сразу же премию, стали лучшим жилым комплексом среди регионов. Потом я пошел еще в одну компанию работать, в общем, тоже связано со строительством. Под конец мне это все надоело, я понял, что я хочу чем-то заниматься своим, и в 31 год я бросил офисную работу и решил, что надо что-то в жизни менять. И ты открыл кофейню? Я пошел сначала работать бариста. И вот это был достаточно сложный, наверное, момент такой переломный в жизни, когда ты в 31 решаешь, что нет, я пойду работать простым баристом, буду стоять за барной стойкой. Ну, у меня была какая-то определенная цель. И через год нашел ребят, которые согласились проинвестировать в данный проект. Ну, открыли мы, собственно говоря, кофейню сибирской тематики, как мы ее видим. Слушай, мне очень нравится интерьер. Такой прям уютный. Ну, большая часть сделана нашими руками, да. Не, ну вообще, то есть я когда мимо проходил, я сразу себе сказал, так, я сейчас все похожу, замерзну, я обязательно сюда зайду, потому что, ну, прямо вот с фасада видно, что хорошее место. Сколько стоило открыть такую кофейню? На старте у нас где-то было, наверное, около 700 тысяч. В итоге, наверное, это все сейчас уже обошлось. Ну, то есть мы каждый месяц что-то доделываем, наверное, в районе 1,5, может быть, 2 миллиона. Ну и вообще как, окупается? Да, мы уже давно окупились, и в 2016 году нас признали открытием года, ну, среди там новосибирских кофеин. А в недавнем номере журнала «Стандарт», журнала «Кофе», нас включили в 6 кофеин города, которые рекомендуются к посещению. Кофейни на районе, на самом деле, когда открываешь кофейню, первое, что говорят, типа, не открывайтесь в нетрафиковых местах. Но на самом деле, я считаю, что это заблуждение, стоит открываться, и лучше быть первым здесь, чем 25-й кофейне в городе. Вот посмотрите, как сделан фасад. Во-первых, что круто, да, это то, что тротуар
Дизайн-код не ввели, видите, с вывесками какой-то бардак происходит. Кстати, здание как-то так плохо сделано, плохого качества. Какой-то кирпич, он весь кривой, весь он какими-то потеками. Видно, что кладка кривая. Здесь уже, видите, на фасаде какие-то трещины. Издалека нормально смотрится, а вблизи так очень небрежно. Видимо, это тоже, наверное, какое-то одно из первых зданий. Не понимаю, почему у них так получилось. В общем, это здание какое-то стрёмное, весь кирпич. Такой грязный, похож, что он... Такое впечатление, что просто такой кирпич под облицовку. Не, ну он облицовочный, похож на такой черновой кирпич, который сейчас дальше будут еще как-то облицовывать. Здесь по центру, наверное, будет какой-то бульвар. Пока непонятно, почему есть парковка. Ну, из-за того, что снег, не видно, как они дорогу организовали. Будем считать, что это еще не закончено из-за того, что здесь идет стройка. Пока здесь вместо бульвара какой-то паркинг. А, к сожалению, вот они хоть и называются Европейский берег, но есть проблемы. Например, вот смотрите, он здесь есть подземную парковку, но, к сожалению, посмотрите, как сделан тротуар. То есть тротуар прерывается, из-за этого совершенно явный приоритет автомобиля. По идее, конечно, здесь должен был быть сплошной тротуар и такой приподнятый переезд в эту подземную парковку. То есть не пешеход должен спускаться на дорогу, а машина должна переезжать через тротуар. Водитель так интуитивно становится более аккуратным, потому что попадает не на свою территорию. Ну и опять же, видите, тротуарчик, большие окна, пол. У нас есть контакт с фасадом. Квартиры с 41 по 64. Кстати, классные подъезды такие, высокие, смотрите. Высокие подъезды, супер. Кстати, еще один такой момент, да, вот те заведения, которые начали арендовать помещения, видите, они каждый себе делают разные вывески, и кто-то делает вывески нормальные, а кто-то делает вот как здесь. Все-таки застройщику нужно было ввести какой-то дизайн-код более строгий и не позволять арендаторам уродовать фасады вот своими неуместными вывесками. Тоже классно, да? Такая вот архитектура, даже вот в масштабах одного квартала применяется разная отделка. Здесь просто белая штукатурка, там кирпич. Посмотрим с вами сейчас еще один двор. Дом новый, здесь, по-моему, еще никто не живет, делаются ремонты. Еще даже нет забора, можно воспользоваться и войти. А что здесь круто? Он вполне нормального размера. Смотрите, обратите внимание, да, здесь нету, я, по крайней мере, не вижу проездов. Может быть, они из-за того, что снегом завалены. Но вот здесь нету этих асфальтовых дорожек. Кстати, еще из плюсов, похоже, они, видите, квартирам на первых этажах решили дать маленькие участки. Это невероятно круто. Если это действительно так. У нас такое обычно не практикуется. У людей, кто живет на первых этажах, такая зона отчуждения, там ничего не происходит. И если там люди начнут себе что-то обустраивать, поставят стульчики, кто-то грили или еще что-то, вы представляете, как здесь будет здорово, когда вы летом будете выходить, а у вас во дворе всегда жизнь. Задача грамотного благоустройства – это вывести людей на улицу. Когда на улице много людей, это безопасность, это все там друг с другом присматривают, общаются. У вас уже не будет там никаких гопников, будет всегда порядок. Дома с переменной этажности. Есть такая вот башня, но с башней, конечно, перебор. Немножко скучные фасады, видите, они все однообразные. Это смотрится так угнетающе, уныло. Лучше такого избегать. Лучше, конечно, чтобы каждый из этих вот домов, он был своей архитектуры, с разным рисунком окон. Если мы посмотрим с вами, опять же, на европейские примеры, то мы видим, что каждый дом вот разный. В отличие от первого дома, который мы смотрели, это более уже, видите, позднее благоустройство, и видно, что застройщик или разные застройщики, они учатся на ошибках, и чем дальше, тем лучше делают. Такие же, как там, здесь хорошие подъезды, вход с двух сторон, вход на одном уровне. Видите, и можно сквозной подъезд пройти сразу туда. Это двор классный. Двор классный, он меньше, он прямо хорошей формы. Вот этот двор мне нравится. Но вот, как я уже сказал, главная претензия – это однообразность фасадов. Ну и надо смотреть благоустройство, потому что сейчас все в снегу непонятно. Надо его смотреть летом. Я не вижу здесь ни одного дерева. Меня смущает. Камон, где деревья? Деревьев нет. Это грустно. Непонятно, почему нет деревьев. Может, еще не посадили? А вот объявление, что кто-то продает двухуровневую квартиру с террасой. Да, то есть, видимо, первый-второй этаж, он еще объединен. Получается, внизу терраска такая. И я когда много лет назад, там лет 10 назад,
впервые вот начал делать обзоры жилых комплексов там европейских, показывать, как строить там в Копенгагене, как строить там в других городах современное жилье, и показывать эти вот терраски, и мне все говорили: да слушай, это невозможно, такого никогда у нас не будет, прекращай это безумие, это не для России. И сегодня вот мы с вами находимся в Новосибирске, и я вижу вот те решения, которые 10 лет назад я показывал на примере европейских стран, в которые вообще никто не верил. То же самое, кстати, будет и по остальным пунктам, например, по велосипедам. Вот когда ты сегодня говоришь, что люди будут спокойно ездить на велосипедах круглый год, на тебя смотрят как на безумца. Кто будет ездить на велосипеде, этому никогда не бывать. Ну вот время пройдет, и будут ездить. Это все будет, друзья. Так же, как видите, начали делать дворы без машин. Вот почитайте просто комментарии к моим старым постам, вот когда я выкладывал это 10 лет назад. Когда ты говорил «двор без машин», я даже не то, что 10 лет, тебя 5 лет назад еще были готовы убить. Когда ты говорил «двор без машин», на тебя накидывалась толпа, там какой двор без машин, этому никогда не бывает, мы живем в России. Смотрим вас, очень приятно. Добрались до нашего. Да. Здорово. А я смотрю, вы не выдумали. Мне сказали, что это один из лучших районов Новосибирске новый. Ну, микрорайон, да? Да. Этого застройщика, в принципе, здесь. А как кто застройщик? Брусника. А, это брусника? Это брусника. А, Сибакадемстрой, он же брусника. все, я получается, понял. Здесь. Да. Это, оказывается, брусника застройщик. Слушайте, я не знал. Брусника молодцы. Мне нравится то, что они делают. Я просто смотрю, да, похожие фасады, похожие решения, как у них. Но в Екатеринбурге у них проекты получше. Конечно, мне за рекламу никто не платил, меня если никто сюда не приглашал. Мне просто посоветовали, что это как один из лучших кварталов Новосибирска. Вот я сюда приехал. Давайте подводить краткие итоги. Район неплохой, я даже, можно сказать, был приятно удивлен. Я ожидал, что будет хуже. Что понравилось? Мне понравилась разная архитектура. Мне понравились новые дворы, особенно последний, который я посмотрел. Это все немножко так прямо дешево, и нет там такого разнообразия. Это не Скандинавия, но мы с вами не в Скандинавии, мы с вами в Новосибирске. Здесь люди не готовы платить столько денег за крутое благоустройство и крутую архитектуру, как в Европе. Это на самом деле неплохо, я совершенно искренне говорю, мне понравилось, в этом они молодцы. Что не понравилось? Не понравилось вот эти вот башни, которые сейчас за моей спиной, которые непонятно вообще как появились, и почему там парковки, наверное, какая-то первая очередь. Не совсем правильного размера эти кварталы, их надо было делать плотнее, этажность можно сделать чуть меньше, и застройку сделать чуть плотнее, и было вообще классно. Не понравилось качество строительства некоторых домов, которые я вам показал. Когда стройка закончится, здесь видно, они такое делают еще неплохое благоустройство, и когда стройка закончится, будет совсем хорошо. Пока мы ставим 4 европейскому берегу, но это квартал, за который не стыдно.